Российские дроны атаковали Чернигов. Один из беспилотников попал в пятиэтажку. Есть погибшие и раненые. В Кремле подтвердили, что получили обновленный мирный план по завершению войны в Украине и назвали нецивилизованным и озлобленным рождественское обращение Зеленского. Вальс, полонез, мазурка и кадриль. Лукашенко повальсировал с молодыми дебютантками на новогоднем балу и заявил, что Венскому балу до Минского далеко. Умерла российская актриса Вера Алентова, известная по главной роли в фильме «Москва слезам не верит». Насри победил Насралу на президентских выборах в Гондурасе. Почему на подсчет голосов избирательной комиссии понадобился практически месяц? Тараканы-киборги на службе у Бундесвера. Как насекомых, оснащенных камерами, микрофонами и даже радаром, собираются использовать в разведке. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. 25 декабря российские войска обстреляли Чернигов. Один из дронов попал в пятиэтажку. Как сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, один человек погиб, 7 жителей, среди которых ребенок, получили ранения. Многие квартиры на 3-м этаже практически полностью выгорели. Аварийно-спасательные работы еще продолжаются. Мы были все дома. Приехали дети из Киева на Рождество. Пришел старший внук. И мы все сидели дома. И это случилось буквально за секунды. Дети так закричали. Это был просто ужас. В Кремле подтвердили, что получили обновленный мирный план по урегулированию войны в Украине. Сейчас его внимательно изучают, после чего и будет приниматься решение. Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он также прокомментировал рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского к нации, в котором тот сказал, что сегодня у украинцев одна мечта – пусть он умрет. По контексту было понятно, что речь шла о российском лидере Путине. По плану занимаемся анализом того, что передал Путину Дмитриев. Занимаемся анализом этого материала и потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами. Видели сообщение о действительно странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлобленно, похож на малоадекватного человека. Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватные решения в сторону урегулирования политики дипломатическими средствами. Песков также заявил, что Путин направил президенту США Дональду Трампу поздравления с Рождеством. Но при этом непосредственно разговор двух лидеров пока не планируется. Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму. Предположить, что сегодня состоится разговор с Трампом, нельзя. Его не будет сегодня. По крайней мере, он не планируется. В Москве заявили о медленном, но устойчивом прогрессе в переговорах с США по урегулированию войны в Украине. Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова сообщила, что диалог с американской стороной продолжается и, по ее словам, приносит результаты. В переговорном процессе по украинскому регулированию, я имею в виду в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки, наблюдается медленное, но верное продвижение вперед. И оно сопровождается, как уже неоднократно подчеркивалось, крайне вредоносными и даже злонамеренными попытками группы государств, прежде всего как раз вот этими западноевропейскими, торпедировать эти усилия, пустить под откос все достигнутые дипломатические наработки. В диалоге с американской администрацией неизменно призываем коллег активно противостоять этому деструктивному процессу. Кроме того, Захарова обвинила США в возрождении пиратства и бандитизма в Карибском море из-за блокады Венесуэлы. Сегодня мы становимся буквально свидетелями правового беспредела в Карибском море, где возрождаются, казалось бы, давно забытые практики незаконного присвоения чужого имущества, а именно пиратство, рейдерство и бандитизм. Последовательно выступаем за деэскалацию сложившейся ситуации, поддержание отношений доверия, предсказуемости. Важно не допустить развития событий по деструктивному сценарию. И мы рассчитываем, что присущие президенту США Трампу прагматизм и рациональность позволят найти взаимоприемлемые для сторон решения в рамках международно-правовых норм. Президент США Дональд Трамп выступил с необычным рождественским поздравлением. Он обратился отдельно к военным.
От имени первой леди и всей нашей страны позвольте поблагодарить каждого из вас за вашу выдающуюся преданность и службу Америке. Я также хочу выразить уважение вашим замечательным семьям. И это невероятно, сколько они жертвуют ради вас. Вы понимаете, это лучше всех. Но их жертвы особенно велики в эти прекрасные праздничные дни. Я знаю, что непросто, когда служба разлучает вас с близкими, но вы заслужили благодарность всех американцев за то, что держите нашу страну в безопасности, сильной и свободной. Сегодня и завтра бесчисленное множество американцев будет молиться за вас. Мы молимся за всех вас. Вы даже не представляете, насколько вас уважают и любят. Вы этого не видите, но вас уважают и любят больше, чем кого-либо. Надеюсь, к настоящему времени большинство из вас уже получили свой особый воинский дивиденд – $1776, верно? $1776. И, если вы не знали, эти деньги освобождены от налогов. Другими словами, вам не нужно отдавать половину государству. На прошлой неделе я также подписал повышение зарплаты на 3,8% для каждого солдата, моряка, авиатора, берегового охранника, космического защитника и морского пехотинца. Так что сейчас для вас хорошее время. Страна процветает. В бюджет поступают сотни миллиардов долларов. Я также хочу отметить, экипаж авианосца УСС «Джеральд Форд» — интересное место, особенно сейчас, в Карибском море, под командованием капитана Дэйва. Я имел честь принимать участие в введении «Форд» в эксплуатацию в 2016 и 2017 годах. Он строился долго, и я не буду говорить, сколько миллиардов на это ушло. Но это последнее и лучшее судно. Я крайне благодарен за вашу работу по борьбе с контрабандой наркотиков в нашем регионе. Как вы, наверное, слышали, морской наркотрафик снизился на 96%. Представьте себе, 96%. Сейчас мы идем за сушей. Я желаю вам и вашим семьям счастливого Рождества. Я уверен, что дома вас скучают, но они вами гордятся. Я желаю вам и вашим семьям счастливого Рождества. Я уверена, что дома за вами скучают, но они вами гордятся. Умерла российская актриса Вера Алентова, известная по главной роли в фильме «Москва слезам не верит», который в 1981 году был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Актрисе было 83 года. По данным СМИ и театра имени Пушкина, в котором служила актриса, ей стало плохо во время церемонии прощания с актером Анатолием Лободским. В 2000 году они вместе снимались в фильме «Зависть богов». Алентовой вызвали скорую помощь, после чего ее экстренно госпитализировали. Но спасти актрису не удалось. Причиной смерти стал острый инфаркт миокарда, осложненный тромбозом. Вера Алентова родилась в 1942 году в Котласе, окончила школу-студию МХАТ и 60 лет проработала в Московском театре имени Пушкина. В кино она сыграла более 20 ролей, среди самых известных фильмы «Завтра была война», «Ширли Мырли» и «Ампир», ставшие ее последней работой на экране. Александр Лукашенко принял участие в традиционном новогоднем балу для молодежи во Дворце независимости. На мероприятие были отобраны 335 студентов, курсантов, волонтеров и спортсменов, которые продемонстрировали особые достижения в этом году. Лукашенко лично вышел на паркет и, как и положено хозяину бала, выступил со вступительным словом и повальсировал с молодыми дебютантками. В программе классический набор – полонезы, мазурки, кадрили и новинка сезона – хоровод с перестроениями. Следом за классической программой была и произвольная часть бала с более знакомыми современными мотивами и композициями. Лукашенко напомнил, что традиции – признак суверенного государства, а значит, без новогоднего бала независимой Беларуси никак. Молодежи он дал совет все дела делать вовремя, иначе они превратят свою жизнь в гонку на выживание. А также заявил, что его работа самая тяжелая в мире, так что лучше даже не задумываться о таких перспективах. Не обошлось и без сравнения с Европой. По словам Лукашенко, Минский новогодний бал в итоге получился даже масштабнее и лучше знаменитого Венского. Это великое действо родилось благодаря тому, что слышали о Венском мероприятии подобном, когда Вена обратилась к нам, в Беларусь, ко мне лично, что они приедут к нам, организуют здесь Венский бал. Как в Вене. Я так подумал тогда и министру культуры, говорю, а зачем? Мы что, сами не можем? Да мы лучше сделаем, чем в Вене. Они в основном помалкивают, но соглашаются с тем, что мы сделали лучше.
У нас это масштабнее. Ну, про девушек, да и про мужиков, которые вот передо мной стоят, я уже не говорю. У них такого нет. Такой красоты, такого созвездия молодых людей, как у нас, у них нет. Это не для лести вам, я говорю, это действительно так. Поэтому вот такая предыстория и такая традиция родилась в нашей родной Беларуси. В Северной Корее был испытан пуск зенитной ракеты большой дальности. Им руководил лично Ким Чен Ин. Государственные СМИ показали кадры запуска. Ракета уходит в небо в огне, Ким следит за полетом в бинокль, военные аплодируют. По данным KCNA, испытания стали частью проверки стратегических технологий нового поколения и завершились поражением воздушных целей на расстоянии до 200 километров. В тот же период Ким осмотрел строительство 900-тонной атомной подводной лодки, способной нести ракетное вооружение. Этот проект – элемент масштабной программы модернизации северокорейского флота и один из ключевых оборонных приоритетов правящей партии. На опубликованных кадрах рядом с лидером КНДР вновь появилась его дочь, которую аналитики все чаще называют возможной преемницей. Ким заявил, что развитие ядерного потенциала неизбежно, поскольку, по его словам, современный мир отнюдь не является мирным. Одновременно Пхеньян резко раскритиковал действия США и Южной Кореи, заявив, что их военное сотрудничество усиливает напряженность и вынуждает КНДР готовить ответные меры. В Сомали, в столице Могадишо, впервые за более чем полвека официально открылись участки для прямого голосования, где жители будут выбирать своих представителей по принципу «один человек, один голос». Это случилось впервые с 1969 года, когда в стране еще до военного переворота граждане могли сами голосовать, а затем десятилетиями действовал непрямой кланово-договорный избирательный механизм. На этих муниципальных выборах сомалийцы будут выбирать членов районных советов в 16 округах Могадишо, что власти называют шагом к восстановлению универсального избирательного права. Несколько сотен тысяч зарегистрированных избирателей выстроились в очередь у более чем 500 участков, чтобы воспользоваться новым правом после десятилетий политической нестабильности. Правительство усилило меры безопасности в столице, развернув около 10 тысяч сотрудников полиции на фоне сохраняющихся угроз со стороны вооруженной группы Аль-Шабаб. Однако часть оппозиционных партий бойкотирует голосование, обвиняя власти в одностороннем проведении процесса и недостатке политического консенсуса. Президент Хасан Шейх Мохаммуд призвал население участвовать в выборах и пообещал диалог с критиками, подчеркивая важность этой даты для укрепления государственности. Эксперты считают, что хотя эти муниципальные выборы не решают всех глубоких политических проблем, они могут стать важным шагом к более широким демократическим изменениям в Сомали. Насри Асфура, которого поддерживает президент США Дональд Трамп, одержал победу на президентских выборах в Гондурасе. Окончательные итоги были объявлены лишь сейчас, хотя голосование прошло еще 30 ноября и сопровождалось задержками из-за технических сбоев и обвинений в мошенничестве. По данным избирательной комиссии, Насри набрал 40 голосов, опередив кандидата от либеральной партии Сальвадора Насралу, получившего 39%. Третье место на выборах заняла представительница правящей партии Либри Рикси Манкада. Компания Насри Асфуры строилась на пробизнес-платформе с акцентом на привлечение частных инвестиций, создание рабочих мест, развитие образования и укрепление безопасности. Он также заявил о возможном пересмотре внешнеполитического курса страны, включая отказ от поддержки Пекина в пользу Тайваня. Как отмечает Reuters, из-за крайне незначительного разрыва между кандидатами и хаотичной работы системы подсчета около 15% протоколов пришлось пересчитывать вручную, прежде чем был определен победитель. Пусть это Рождество застанет нас более человечными и более братскими. Это время для примирения, единства и мира. Мы должны осознать, кто мы есть, одна гондурасская семья. Сегодня, с глубокой благодарностью и честью служить таким образом, я протягиваю руку, чтобы мы могли вместе идти с твердой решимостью, неустанно трудиться на благо Гондураса. Я не подведу вас. Да благословит вас Бог, и да благословит Бог щедрую землю, где я родился. В Гане 25 декабря, в день Рождества Христова, местный проповедник Эбаной заявил о якобы скором конце света, назвав происходящее Армагеддоном. По его словам, Бог предупредил его о новом всемирном потопе, который должен был накрыть планету уже сегодня. Пророк призывал людей спасаться и сообщал, что рассаживает последователей в так называемые ковчеги. Сообщения о пророчестве вызвали панику. На улицах некоторых населенных пунктов наблюдались столпотворения. Часть жителей поверила в предсказания и присоединилась к проповеднику.
Однако позже Эбба Ной заявил, что апокалипсис, который он называл «Днем восхищения», откладывается. Официальные власти Ганы ситуацию пока не комментировали. В Германии начали тестировать тараканов-киборгов, живых насекомых с миниатюрными электронными рюкзаками, разработанных стартапом Swarm Biotactics совместно с Бундесвером. Мадагаскарских шипящих тараканов оснастили камерами, микрофонами, радиолокационными модулями и защищенной связью для сбора разведданных в реальном времени. Биороботы могут управляться дистанционно с помощью электрических стимулов или работать автономно, целыми роями. Вес системы пока достигает 15 граммов, но инженеры стремятся снизить нагрузку, чтобы не мешать движению насекомых. Разработчики объясняют выбор тараканов их уникальной выносливостью. Они способны выживать при высокой температуре, химическом воздействии и радиации. Такие разведчики предназначены для работы в опасных зонах, где невозможно использовать людей или обычных роботов, а в будущем и для поиска людей под завалами. В компании уже рассматривают и другие виды насекомых, чтобы в перспективе создать масштабируемые рои для военных и спасательных задач. В Берлине в рождественское утро, несмотря на мороз минус 8 градусов, группа любителей зимнего плавания по традиции окунулась в озеро Аранкизея. Акцию уже 40 лет проводит клуб «Берлинские тюлени», участники которого купаются в холодной воде каждое воскресенье с середины сентября до конца апреля. Возраст пловцов варьируется от 12 до почти 90 лет. При этом каждый сам решает, сколько времени провести в воде. Признаюсь, было особенно холодно, и это связано с ночными морозами. Так что холоднее, чем было в прошлом сезоне, но приятно. Замечательно, как и каждый год. К сожалению, иногда бывает недостаточно холодно, но сегодня приятно. Минус 8 градусов. А вода — 2 градуса. Просто чудесно. В клубе подчеркивают, что зимнее плавание – это не соревнование на выносливость, а удовольствие и привычка возвращаться в воду даже после короткого перерыва. Берлинские тюлени возникли в бывшем Восточном Берлине, где традиции купания без купальных костюмов были широко распространены. За десятилетия клуб стал настолько популярным, что при численности около 190 человек временно прекратил прием новых членов.